Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Мир моделей, меня зовут Павел. Сегодня у нас с вами очередная встреча. Посвящена она обзорной экскурсии по новинкам нашего магазина. Итак, у нас в магазин пришла долгожданная новинка от фирмы ICM. Это модель известного самолета МиГ-25 РБТ в 48 масштабе. Ну, немножко расскажу о самом самолете. Это самолет очень известный в свое время. Этот самолет РБТ, самолет радиотехнической разведки, построен на базе МиГ-25. Ну а самолет МиГ-25 всем известен тем, что это один из самых скоростных и высотных перехватчиков своего времени. Ну, широко известен в 1977 году. На нем был установлен абсолютный рекорд высоты, когда самолет поднялся на высоту 37 километров 650 метров. Это в свое время был абсолютный рекорд высоты. Ну вот, самолет известен тем, что развивал большую скорость, большую высоту. Ну, естественно, появился соблазн конструкторов использовать этот самолет не только как в качестве перехватчика, но и также в качестве разведчика и самолета радиотехнической разведки. Что мы имеем здесь? Могу сказать одно, что фирма ICM не выпускала еще самолетов в 48 масштабе, именно такие как МиГ-25. Это первая модель данной фирмы, что очень приятно удивляет нас как моделистов. Ну, здесь уже как бы все ясно. Показан РБТ на взлете. Естественно, отличается он от серийного истребителя-перехватчика МиГ-25 носовой частью, куда вмонтирована специальная система радиотехнической разведки, контроля, а также на других самолетах серии РБ разведчиков, также и кино, и фотоаппаратура. Эти самолеты использовались для разведки и также участвовали во время сирийского конфликта. Использовались они сирийцами. Ну, там были наши специалисты, которые летали, летчики на этих самолетах. За счет его большой скорости самолет разгонялся, поднимался на большую высоту и проходил государство Израиль, так сказать, на одном выдохе. А потом возвращался уже с фотоснимками и полезной информацией. Вот здесь вот на боковинке показан один из вариантов оформления. Вот. А теперь заглянем внутрь. Итак, дорогие друзья, перед нами инструкция. Как раз здесь небольшая историческая привязка, плюс тактика, технические характеристики. Здесь ничего для нас нового нету. Порядок сборки. Здесь я не буду подробно останавливаться. Ну, основное для нас, конечно, это конечная часть инструкции, где показаны варианты для оформления данной модели. Вот здесь видны бортовые номера. Вот. Таким же, ну, в основном самолеты были серого цвета с черной антибликовой полосой перед кабиной летчика, которые не позволяли слепить пилота при выполнении различных фигур и различных летных заданий. Ну, теперь, значит, мы ознакомимся. Вот здесь вот у нас есть вот такая вот декаль на два бортовых номера 4672, а также самолеты, которые использовались в 2000 году в Ливии. Ну, естественно, с национально-опознавательными знаками Ливийской Арабской Республики. Таким образом, кроме того, что приятным бонусом можно увидеть здесь, дана отдельным листком, дана техничка, что очень редко бывает в модельных наборах. Обычно дают просто вариант с обозначениями, тактическими знаками, бортовыми кодами. Здесь есть техничка. Значит, ну, надписи двух типов есть: синего и красного цвета. Еще встречается очень часто черного, но тем не менее здесь есть синие и красные. Ну, синие, как вы понимаете, это информационные, а красные надписи это предупреждающие. Вот теперь немножко
ознакомимся с непосредственно моделью. Ну, что первым делом бросается в глаза? Очень качественное литье, причем машина такая, как МиГ-25, в свое время это была революционная машина. Самолет предназначался для высоких скоростей полета и, опять же, больших высот. Соответственно, с чем столкнулись конструкторы, это большой и сильный нагрев планера, непосредственно корпуса самолета. Поэтому, если вы можете заметить, самолет имеет большую площадь. Вот, большую площадь, очень мощные двигатели и очень маленькую кабину. Связано опять же с нагревом, потому что очень тяжело установить остекление, потому что, как вы знаете, уже во время больших высот и планер нагревается, естественно, расширяется. Поэтому в самолете использовалось большое количество титановых сплавов, что здесь и великолепно показано. Показана клепка, показаны сварные швы, кое-где титановые сплавы варились. Очень характерно показана так называемой гармошкой именно внутренняя часть шасси. То есть это модель очень высокого уровня. Здесь я могу вам представить на этом литнике. Это то, что всегда отличало МиГ-25 от других самолетов. Это огромные, непривычно огромные пневматики основных колес. Вот. Опять же, элементы хвостового оперения. Опять же, хорошо и очень четко, подробно дано именно клепка, именно панелей данного самолета. Вот. Здесь также есть элементы, здесь вот можно присмотреться, элементы боковых стенок кабины. Что приятно удивило, это вот такие вот мощные поперечные стойки, которые вставляются вот сюда, вот здесь даже видно для них, то есть которая будет стоять вот таким вот образом, что непосредственно даст именно упрочнение центральной части, потому что получается, что это так называемый непроседающий прямоугольник. Вот и здесь вот непосредственно отличительная черта МиГ-25 РБТ — это носовая часть, которая делалась из специального диэлектрического материала, имела экранную часть вот с этой стороны, датчики, имела большой люк, и когда самолет находился на земле, прилетал с боевого задания, люк открывался, оттуда доставали аппаратуру и собирали оттуда данные, которые вот самолет привез, так сказать, из полета. Хочу обратить ваше внимание на приборную доску, которая дана с отверстиями. Здесь мы можем потом еще, я вас сейчас познакомлю заодно с остеклением. Я уже как уже говорил только что остекление на самолете кабины имеет небольшие размеры. Вот. Связано это опять же вот видите, вот таким вот образом. Кабина абсолютно небольшая по размеру, в процентном соотношении ко всему самолету. Здесь даны лобовая часть, откидная часть фонаря, это посадочные фары. И вот это вот остекление, которое вставляется именно вот сюда вот, чтобы можно было имитировать шкалы приборов. К сожалению, производитель не дал их в декале, их нету. Но это, я думаю, что может именно... Я думаю, что сейчас производители автомаркета разгонятся на очень интересное дело, потому что тема очень вкусная. Давно не было таких вот интересных моделей. Еще один литник, который бы я хотел вам показать. Это литник тоже, опять же, с стенками ниш основного шасси, стойки, ну и большущий 5-тонный топливный бак. Летали они с ними не часто, но МиГ-25 с таким баком выглядит очень сильно, очень внушительно. Здесь также есть так называемые фиксаторы пламени,
который находится в двигателе данного самолета. Вот. Ну и последний литник, который мы здесь видим, это непосредственно крылья. Вот. Верхняя часть, нижняя часть, здесь прорези под пилоны, потому что наследник РБТ — это самолеты РБ, которые, кроме того, что были разведчиками, еще были носителями тактического ядерного оружия, могли нести непосредственно атомные бомбы. Вот такая вот интересная, знаковая и очень интересная модель советского самолета, известного, который в данный момент фирма АСМ выпустила и порадовала всех любителей советской авиации, ну и большинство людей, собирающих модели в 48-м масштабе. Итак, уважаемые коллеги, вот мы сегодня познакомились с новинкой в 48-м масштабе. Это МиГ-25 РБТ от компании АСМ. Очень интересная модель, очень интересно, вкусно сделана. Интересный вопрос, как она будет собираться. Литье новое, качественное. Что хотелось бы сказать, очень неожиданно и очень приятно, что обращают внимание на такой большой раздел, как советская авиация. Выпускается моделей все больше и больше. 25-го МиГа до этого конкурентом могла быть только фирма Китихау, которая выпустила МиГ-25. И он, ну, ни в какое сравнение по качеству, по отливкам не идет в сравнении с АСМовской моделью. Не знаю, что будет дальше, будет ли выпускать фирма АСМ именно чистый МиГ-25, именно в виде перехватчика П, ПД, ПДС. Это вопрос, хотя, в принципе, может быть замены носовой части, фюзеляжа, и, в принципе, можно и решить эту проблему. Но, тем не менее, очень знаковая модель. Я думаю, что многие моделисты захотят иметь на своей полке модель этого известнейшего и легендарного самолета. Вот. С вами был магазин Мир Моделей. Меня зовут Павел. До новых встреч. Всего вам хорошего.